Так, ребят, я продолжаю свой гайд по моду Industrial Crowd 2. Сегодня поговорим еще про снаряжение, про специальные ранцы, что они нам дают интересного. Начну с того, что в предыдущем видео я рассказывал там про строительную пену, какая она классная, как она помогает быстро строить и дешево. Окей, но есть нюанс, то что вот этот пульверизатор нужно периодически заряжать. И чтобы туда-сюда не бегать с этой вот сжатой пеной, можно воспользоваться таким вот ранцем, пенопак. Вот, если такой пенопак вы наполните в специальном механизме, где-то у меня здесь был наполнитель, вот он, его сюда кладем, заряжаем вот этим вот сжатой пеной, подаем электричество, и у нас он наполняется пеной. И, соответственно, у нас большой запас вот этой пены образуется. Мы можем сходить и спокойно целый огромнейший просто магазин свой какой-нибудь построить. Очень удобно. Очень удобная, полезная вещь. Я вам рекомендую это попробовать. К сожалению, не на всех серверах вот этот пенопак разрешен, но где он разрешен, это просто очень круто. Крайне рекомендую. Дальше, еще одно снаряжение, электроджетпак. Он позволяет летать, ребята. То есть вы можете с помощью него его надеть на себя. Вот. И подниматься в воздух. В данном случае у меня креатив, если бы в одиночном режиме я бы мог показать, да, как он взлетает. Но он достаточно быстро тратит энергию, поэтому такое. Взлететь на какое-то время можно, куда-то подлететь. Все равно, в принципе, смысл имеет. Интересная вещь. Есть его немного другая версия, это топливный джетпак. Если это заряжается от электричества, это заряжается от, если не ошибаюсь, биотоплива. Вот. Но, честно говоря, никогда им не пользуюсь, мне кажется, какая-то странная вещь. Вот, поэтому от электричества намного проще заряжаться. Теперь, может быть такая ситуация возникнет. Вот, допустим, у нас есть какой-нибудь замечательный, где мы тут рассматривали, какой-нибудь замечательный алмазный бур, например, да. Вот мы пошли, копаем им, и через какое-то время энергия довольно быстро сажается. Что же делать? Снова бежать домой, снова, заряжать. Мы можем, конечно, как вариант еще взять с собой какие-то хранилища, да, там такие ручные, и подзарядиться. Но есть другой вариант. Мы можем себе скрафтить вот такой вот, где у нас тут демонстрация была. Мы можем себе скрафтить вот такой вот батпак. Батпак это просто по сути какие-то батарейки, которые мы таскаем на себе. И фишка их в том, что они прямо в автоматическом режиме подзаряжают наши инструменты. То есть мы бежим, пользуемся буром, а вот этот батпак заряжает наши вещи. Очень здорово. Вот, к сожалению, небольшой у него запас, там всего 60 тысяч. У мультипака уже побольше, там 300 тысяч. В специальных аддонах для мода Industrial Craft там есть еще более мощные, там есть усовершенствованные мультипак и там совершенные, они там вообще огромным запасом энергии обладают, и они очень удобные. Вот. Так, далее что рассмотрим в этом видео? Дальше рассмотрим Terraformer. К сожалению, на большинстве серверов он запрещен. Потому что, во-первых, преобразовывает в принципе, окружающую среду, это, наверное, не очень хорошо. С другой стороны, там много всяких багов, дюпов и так далее. Но где-то тоже научились его фиксить, поэтому где-то он может быть разрешен. Это круто. Почему круто? Значит, что мы с помощью него делать будем? Очевидно, терраформировать, то есть менять как-то землю, да? То есть он работает в связке с каким-нибудь из чипов. Эти чипы могут менять наш биом на равнину, например, на пустыню, на тайгу, и, соответственно, могут еще влажность менять. Орошение там есть, озеленение и так далее. Где это может быть полезно? Супер полезно. Это если у вас есть мод Forestry, и там вы занимаетесь пчелами. Вот, это очень круто. То есть вы можете поменять как-то биом, да, чтобы заниматься пчелами рядом со своим домом, например. Это очень удобно. Нежели куда-то бегать, чтобы там скрестить пчел или еще что-то с ними делать. Вот, поэтому этот мод может быть очень полезен. Он, точнее, не мод, а механизм. Так, дальше пойдем по механизмам. Что у нас еще осталось? У нас еще тоже крутая вещь. Это автошахтер. К сожалению, на большинстве серверов современных он тоже запрещен.
Ну, по причине, как правило, дюпов. Вот. Но также и бывают сервера, встречаются где по фикшн, где такие, может быть, еще более старые версии есть, там все с ним более-менее в порядке. Значит, в чем его фишка? Вот так вот его устанавливаем куда-нибудь, кладем в него такие вот специальные сканеры, либо такой, кладем трубы, давайте вот так, и хоп-хоп, и можем сюда еще какой-то бур, например, положить, там алмазный или обычный. И в чем фишка? Этот бур начинает под собой добывать ресурсы. Причем, если в отличие, допустим, от карьера из билдкрафта, да, который копает просто все под собой, он добывает только полезные ископаемые. То есть сундук рядом с ним ставим. Причем, как обычно, я всегда, по-моему, ставил два сундука. В один я клал там вот эти трубы, чтобы он еще ниже копал. А в другой, соответственно, он выталкивал ресурсы. Вот. И он добывает только те блоки, которые полезны. То есть, допустим, руду какую-то и что-то типа того. Вот. Всякий хлам, типа булыги, песка, земли, он не добывает. Это очень удобно. Так вот уберешь, переставляешь с места на место, как бы, и добываешь много ресурсов в автоматическом режиме. Но, к сожалению, на большинстве серверов он запрещен, увы. Так, ну и что у нас тут осталось-то? У нас осталось, ну, то, что мы уже как бы задели в предыдущих видео, это такие валики специальные. Значит, чтобы сделать валик, нужно 2 железа, 3 шерсти. А дальше нужно его покрасить. Для этого просто смешиваем его с каким-нибудь красителем красным, там, черным, зеленым. Вот. Получаем определенные расцветки, соответственно, валик. Ну а зачем он нужен? Все просто. С помощью него. Так, сейчас. Почему у нас тут проблема какая-то с погодой? Так, в чем фишка? Можем вот так вот красить бетон в различные цвета. Очень здорово, если вы какой-то варп открываете, да, там можете покрасить, там красиво разукрасить, очень эстетичная вещь. Или домик свой, например. Очень полезно. Так, ну осталось такое уже наименее полезное с моей точки зрения, типа, допустим, электрической лампочки. Ну, с одной стороны, конечно, прикольно, как бы выглядит, но требует подведения электричества. Вот, и, соответственно, расход какой-то есть. Как мне кажется, намного эффективнее какой-нибудь светокамень использовать, либо из других модов лампы, которые не требуют расход энергии. Вот. Поэтому никогда особо такими лампами не пользовался. Железный забор, вот, как вариант забора. Ну, здесь он скорее, у него есть какое-то интересное свойство, что он там с намагничивателем, если не ошибаюсь, используется для того, чтобы подниматься вверх-вниз. Тоже никогда не задействовал, не знаю, мне кажется, не видел, чтобы кто-то им пользовался особо. Такое себе. Есть еще вариант укрепленного стекла и укрепленного камня. Вот. Ну, они как бы по задумке должны использоваться в ядерном реакторе, чтобы если он взорвался, у вас там весь дом не разлетелся. Ну, как правило, на серверах там взрывы как бы не действуют, да, то есть не ломают вам дом, поэтому, в принципе, это скорее с точки зрения декора скорее. Ну, и в некоторых крафтах используется там. Вот так вот. Ну вот, пожалуй, и все, как бы. Если что-то забыл, если что-то хотите, чтобы я отдельно рассмотрел, как бы в своем гайде, то пишите в комментариях. Вот, возможно, я сниму попозже гайды про дополнение к этому моду, про Advanced Solar Panels, про Gravitation Suite. Вот, и может быть какое-то видео отдельное будет про селекцию и про ядерные реакторы, если это реально востребовано. Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Удачного вам развития на серверах. Пока.